Дорогие друзья, сегодня приглашаю вас связать потрясающий мотив в виде снежинки. Можно его также использовать для ирландского кружева. Крючок 1,4. Пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Если вы такой элемент выполните из серебра или золота, у вас получится красивая нежная снежинка. Также мы с вами немножко поэкспериментируем. Я покажу, как выполнить элемент с пико и без. Присоединяйтесь. Начинаю выполнение с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее ввожу крючок в первую воздушную петелечку. Выполняю соединительную. Подтягиваю. Мое колечко готово. И далее я выполняю 12 столбиков без накида в мое колечко. Я выполняю воздушную. И далее считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. При этом, видите, я нить специально ввязываю. Пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку первого столбика и выполняю соединительную. Мой первый круговой ряд готов, и я приступаю к выполнению второго кругового ряда. Воздушная петля, и теперь я буду выполнять столбики без накида с общим основанием. В первую вершинку я провязываю первый столбик без накида, второй. И так в каждую вершинку. Первый, второй, первый, второй. Так мы с вами вяжем до конца нашего кругового ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего второго кругового ряда. Я выполнила 24 столбика без накида. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида, при этом пропустила воздушную, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я приступаю к выполнению третьего ряда. Всего у меня 3 ряда. Третий ряд это завитки. Я выполняю воздушную и ввожу крючок в эту же вершинку. Выполняю столбик без накида. Далее я выполняю 14 воздушных петель. 7 и 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я здесь придерживаю пальчиком, мне так удобнее. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Напоминаю, всего 14 воздушных петель. Далее я работу разворачиваю. Вот таким образом. Опять же проверяю себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в 8 петлю от крючка я ввожу крючок, захватываю при этом 2 нити, видите? И выполняю соединительную. И считаю. 1, в следующую воздушную 2 и в следующую 3. Выполнили. Далее я работу разворачиваю. Смотрите, у меня вот получилось такое колечко. В него я буду провязывать столбики с накидом, с пико и без. Накид, ввожу крючок в колечко и выполняю первый столбик без пико. Далее второй с пико. 3 воздушные, 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку
И выполняю пико из 3 воздушных. Далее 3 и 4 с пико. Видите, да? Зацепилась нить. Таким образом выполняем соединитель. Далее 5, 6 с пико. 7, 8 с пико. 9 и далее 10, и очень внимательно будем выполнять тройное пико. То есть как мы это делаем? Я выполняю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Точно так же, как и ранее, ввожу крючок, захватываю 2 нити, соединительная. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь опять же, смотрите, очень внимательно. За 2 нити столбика и соединительная. Это у нас с вами второе пико. И теперь третье. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же соединительная. Вот у нас с вами получилось вот такое тройное пико. Видите, красивое, аккуратненькое. Далее мы продолжаем работу. Я выполняю 11 столбик, 12 с пико. 13, 14 с пико. И именно в колечко последний 15 выполняю столбик. Он у нас без пико. Я становлюсь и смотрим, что у нас получилось. Поправляем наше пико. И вот такая нежный такой завиточек начал получаться. Видите, с нашими пико. И мы продолжаем. И далее, смотрите, следующий столбик у нас будет с пико, но очень внимательно. Мы помним 3 соединительные, и вот видите, прямо петелечка, ее хорошо видно. Я ввожу крючок и выполняю прямо сюда столбик, в эту петлю. И столбик у меня будет с пико. Далее, следующий столбик я выполняю между столбиком и вот моими петелечками вот этими. Этот без пико, а следующий будет у меня с пико. Вот таким образом. Далее я буду выполнять столбики над моими вот воздушными петлями. И считаем. Следующий у нас столбик с вами будет без пико. Далее это второй столбик подвоздушные с пико. Третий без пико. Четвертый. Я немножко быстрее буду вязать. С пико. Пятый без пико. Шестой с пико. И седьмой без пико.
Я останавливаюсь, и вот такой красивый, аккуратный завиток у меня с вами получился. Далее я пропускаю вершинку и в следующую вершинку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. И еще провязываю 2 столбика очень внимательно. Раз, и в следующую вершинку 2. То есть всего должно получиться 3 столбика. Мой первый завиток готов, и я могу приступить к выполнению второго завитка. Мы продолжаем работу, выполняем наш второй завиток. И как и в первом завитке мы с вами выполняем 7 плюс 7, то есть 14 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я работу разворачиваю. И теперь отсчитываю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 петлю. Напоминаю, я захватываю 2 нити. Нахожусь на изнаночной стороне своего мотива. Выполняю соединительную. Первая соединительная, в следующую воздушную вторая и третья. Выполнили. Далее я работу разворачиваю. И теперь я выполняю все точно так же, как в нашем первом завитке. Единственное, буду выполнять присоединение второго завитка к первому. Давайте вместе это выполним. Я выполняю накид на крючок, первый столбик с накидом. Далее второй столбик с накидом, над которым мы выполняем пико из 3 воздушных. Немножко быстрее я буду делать. Далее третий столбик. Далее четвертый с пико. И теперь очень внимательно пятый столбик с накидом. Далее, смотрите, я выполняю 2 накида на крючок. Работу разворачиваю. Обязательно смотрите, чтобы ваши вот эти воздушные петелечки не перекрутились. Работу разворачиваю. И ввожу крючок. Вот, смотрите, мой столбик, самый первый, провязанный под арку. Давайте отсчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Это 7-я вершинка, если вам так удобнее. Я ввожу крючок в эту вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. Раз, два. И завершаю выполнение. Далее очень внимательно. Я работу разворачиваю. Вот смотрите, что у меня получилось. Далее ввожу крючок. Видите, как при выполнении пико. То есть захватываю за 2 нити и просто выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Вот таким образом мы с вами выполнили наше присоединение. И далее мы выполняем все точно так же, как выполняли и ранее. Я продолжу наше выполнение. Это обязательно запомните, над 5-м столбиком мы выполняем наше присоединение. Далее 6-й столбик с пико. 7-й без. 8-й с пико. 9-й без. И над 10-м, напоминаю, мы с вами выполняем тройное пико.
Давайте еще раз повторим. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок, соединительная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединительная. И 1, 2, 3, 4, 5. Соединительная. Наши с вами, давайте остановлюсь. Вот, тройное пико готово. Точно так же, как мы выполняли и здесь. И далее вы выполняете все самостоятельно, точно так же, как и выполняли в нашем первом завитке. Мы с вами выполнили наш второй завиточек. Видите, вот, нежно, красиво, закрепили его к предыдущему. И теперь смотрите, я пропускаю одну вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок. И как и ранее, помните, да, как мы здесь выполняли, выполняю первый столбик без накида. Далее выполняю второй столбик без накида. И третий столбик без накида. И далее я опять начинаю выполнение следующего завитка. Всего у нас с вами должно быть 6 таких завиточков. И последний, шестой завиток, вы завиточки выполните самостоятельно, последний шестой завиток вы не довязываете. Мы с вами довяжем вместе и закрепим его к первому нашему завитку. И как я и сказала, в нашем элементе или мотиве всего лишь 6 завитков. То есть вот наш конечный результат вот таким должен получиться, видите, с пиком. И хочу показать вам вариант выполнения точно такого же мотива, только без пико. То есть вы выполняете все точно так же. То же количество наших столбиков. Также закрепляетесь столбиком с 2 накидами над 5 столбиком. То есть все точно так же, только не выполняете пико, а выполняете лишь тройное пико. И тогда ваш мотив смотрится вот таким образом. Вот видите? Мотив, ну в данном случае я выполняла из серебра, как снежиночку. Вот так. Обязательно поэкспериментируйте, напишите, что у вас получилось, какая снежиночка вам больше нравится, с пико или без. Вот такая красота у нас с вами должна получиться. А мы продолжаем работу. Мы с вами выполнили все 6 завиточков самостоятельно. И как договаривались, шестой завиток не довязали. Видите, мы не выполнили еще соединение. Нам нужно соединить шестой и первый наши завитки. Мы шестой завиток довязали до столбика. Вот видите, я выполнила очень внимательно. Выполнила столбик с накидом первый под арку. И теперь от этого столбика я буду присоединяться, выполняю 2 накида на крючок, присоединяться буду за счет столбика с 2 накидами. Далее это вот мой первый завиток. Очень внимательно я его разворачиваю на изнаночную сторону и буду над пятой вершинкой присоединяться. Как я это делаю? Смотрите, очень внимательно. Я ищу 1, 2, 3, 4. Вот моя 5-я вершинка. Очень внимательно здесь. Ввожу крючок, да, в вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. 1, 2 и провязали. Все, я выполнила присоединение, видите. Далее и я возвращаюсь к моему завитку. Я ввожу крючок в вершинку. Мы это с вами уже все выполняли. Выполняю соединительную, подтягиваю. И далее я продолжаю выполнять мой завиток. То есть что я делаю? Второй столбик под арку именно я провязываю с пиком. Далее
Третий столбик без пико. Четвертый столбик с пико. Пятый столбик без пико. Шестой с пико. И нам остается выполнить последний седьмой столбик под эту же арочку. Выполнили. Я остановлюсь, мы смотрим, видите, вот наш завиток готов, и мы с вами выполнили наше соединение. Вот таким образом. Аккуратненько все. И нам остается завершить наш элемент. Берем поудобнее, мы с вами потом все поправим. Я пропускаю одну вершинку, как и ранее, ввожу крючок в следующую, выполняю столбик без накида первый, далее второй. И теперь пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, видите. Выполняю соединительную, подтягиваю, далее воздушную подтягиваю и ниточку обрезаю. Вывожу на изнаночную сторону и вдоль полотна я убираю нить. При желании можно этой нитью подшить в центр бусинку. И смотрим. Вот такая красота у нас с вами получилась. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий мотив. Вот такой, на 6 лепесточков, на 6 лучиков, точнее, да, вот таких сегментиков. Давайте изнаночную сторону посмотрим. И я сразу хочу сказать, что центр в этом случае мы с вами украсили бусинкой. Можно выполнить в серебре такой элемент, украсить тоже центр бусинкой. И именно в серебре у вас получится вот такая красивая нежная снежинка. На что хочу еще обратить ваше внимание: вместо пико вот этого нашего из 7 воздушных петель вы можете выполнить пико из 20-30 воздушных петель, и у вас получится вот такая петелечка для того, чтобы повесить вашу снежинку на елку. Все зависит от вашего желания. И как я уже говорила в мастер-классе, есть еще один вариант выполнения нашей снежиночки, нашего элемента без пико. А мы сохраняем с вами только наши тройные пико. Вот таким образом. И у нас получаются вот такие снежиночки. Нежные, красивые. Тоже можно выполнять с петелечкой, можно без. Я выполнила в золоте и в серебре. Очень красиво смотрятся. Можно использовать для украшения елочки, для декора вашего дома. Обязательно пишите в комментариях, какая снежинка вам понравилась больше. И обязательно напишите, выполнили ли вы такую снежинку, понравилась ли она вам. Или вы, может, использовали как просто отдельный элемент для ирландского кружева. Огромное спасибо, что смотрите меня. А отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!